Шановні, доброго дня. Встал сегодня, захотелось мне чего-нибудь такого до молочка. Решил сделать рулет. Такой духовой шикарный рулет молочный. Удобный. Давайте покажу, что нам для этого понадобится. Так, нам понадобится мука 1 килограмм, сахар 150 грамм, масло сливочное, либо маргарин, у кого что есть, 250 грамм, 4 яичка, дрожжи, ванилин, чайная ложка соли, молоко 300 грамм. Извиняюсь, 350. Смотрите, у меня вот дрожжи, это рассчитаны на килограмм, быстродействующие. Их есть два вида. Есть быстродействующие, а есть медленные. Значит, что мы делаем в первую очередь? Да, кстати, на них написано, что дрожжи высыпать в муку. Я этого делать не буду. Я буду делать опарным способом. Значит, добавляем сюда молочка грамм 50. Добавляем сюда дрожжи. Молочко у меня 30-35 градусов. Должно быть теплое. И все продукты, яйца, все комнатной температуры. Все, размешиваем. Так, дрожжи наши растворились. Добавляем муки 2 ложки. Размешиваем хорошо. Все, и даем им постоять 20-15 минут. Все, через 15 минут включусь. Так, смотрите, пока наши дрожжи подходят, вбиваем в миксер 4 яичка. Вбили 4 яичка. Добавляем сюда сахар. Добавляем сюда ванилин. Да, чуть не забыл. Сюда же и соль добавляем. И взбиваем до пышной пены. Так, взбили яйца. Вот видите, такая пышненькая пена. Они мне взбивались минут 5. Добавляем сюда молочко. Перемешиваем. Все, перемешали. Берем мисочку. Всыпаем нашу муку. Смотрите. Наши дрожжи сыграли. Выливаем их сюда. Выливаем наши яйца с молоком. Все это перемешиваем. Замешивать будем вручную. Сейчас я перемешаю лопаткой и перейду на ручное управление. Вот подмешали, добавляем масло. Вот такое у меня масло, такой консистенции. И все замешиваем. Еще где-то будем грамм 50 растительного масла добавлять, но я вам покажу. Я в ингредиентах это не указал. Забылся. Так, переходим на ручное управление. Руки помыты, чистые, все. И будем вымешивать минут 10 его. Сейчас я вымешу и включусь. Смотрите, вот я вымесил тесто. Теперь нам надо добавить грамм 30 растительного масла. Я добавляю его для того, чтобы сдоба была
долго не черствело, мягенько. Все, сейчас я это замешу до однородной массы і включусь. Так, шановні, дивіться, от ми тесточко замесили. Ну, у нас такое м'якеньке получилось. Ну, самі бачите. Гляньте, яке. Оно прям тянется. Рукам не липне. Все, улаживаем его. Накрываем. Ставим в теплое место на час. Тесто должно у нас в 2 раза увеличиться. Все, сейчас увеличится. Как подойдет, я включусь. Так, шановні, дивіться. Для начинки. У меня здесь персиковый джем. И малина я варил косточкой совсем. И еще я сюда добавляю миндаль, перекрутил через мясорубку. Добавляю сюда миндаль, чтобы у нас джем не тек. И все это перемешиваю. Это очень вкусно. Может, кто-то скажет абрикос с малиной. Вы делаете как хотите. Я делаю так, как мне нравится. Это очень вкусно. Я уже так делал и неоднократно. Вот такая начиночка у нас получится. Сейчас подойдет наше тесто, и я включусь. Шановні, дивіться, тесточко наше подошло. Шикарнейше. Вылаживаем его на стол. Давайте сбрызнем масличком. Ой, яке воно пухке. Знаете, как оно файно підійшло. Нам нужно его обмять. И нужно взвесить. Кило 900. Делим напополам. Смотрите, разделили напополам. Один кусочек подворачиваем. Вот, ложу сюда и убираю в сторону. А с этим работаем. Подворачиваем его. И нам надо его раскатать в такую лепешечку. Видите, шаричек такой получился. Все. И раскатываем его. Так. Нам надо его трохи раскатать. Вот где-то сантиметр он у нас толщиной получился. Теперь вылаживаем половину нашей начинки. Вот, выложили. И размазываем не до конца. Где-то по сантиметру оставляем. Ну, может, чуть больше, ничего страшного. Теперь сворачиваем в рулончик. И ложим на противень. Противень заранее устилаем бумагой. И ложим рядышком второй. Раскатываем и ложим. Смотрите, вот такие рулетики у нас получились. Накрываем их полиэтиленчиком. Сверху полотенчиком. И ставим постоять их минут 40. Пускай они у нас подойдут. Потом скажу, что будем делать дальше. Шановні, дивіться, как наши рулетики подошли. Смазываем их желтком. У меня желток и 2 ложки молочка.
Я после того, как смазываю, я даю минут 5 постоять, чтобы оно постояло и подсохло. Тем временем включаем духовку на 180 градусов. Так, смотрите, прошло 5 минут. Ставим в духовку. Духовка разогрета 180 градусов. Первые 30 минут выпекаем при такой температуре. Дальше убираем верхний тен и ставим на 160 градусов. Я вам все покажу. Смотрите, время у нас прошло полчаса, сколько там, 20 минут, да? Вот какие они получились. Теперь выставляем температуру 160, нижний тен, полчаса и поднимаем на средний уровень. Вы бачили цю красу? Ждем еще полчаса. Шановні, вот такая шняшка у нас получилась. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, все пропеклось. Я сейчас не буду, я чайничек поставил, а чуть позже попью. Так что пеките с удовольствием, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Нехай всім щастить.